Ну давай, давай уже что ли, сука, заканчивай установку. Ура! Игра, запускайся! Чего, бля? Это что за хуйня? Как и в прошлых версиях, нас с вами приветствует заставка со спидометром и человечком, от громкости которой можно просто нахуй оглохнуть, если вы не зайдете в микшер и не убавите там игру. Перейдя в главное меню, мы можем наблюдать просторы Мексики. Все супер круто, красиво и реалистично, конечно же, здесь у нас. На фоне играет а-ля мексиканская музыка. Укулеле, гитарки, все дела. Короче, очень атмосферно на самом деле. Менюшка прям уже при запуске игры заставила мурашек по коже побегать, если честно. Вы сами послушайте. Далее нам надо выбрать нашу кликуху, по которой нас будут звать. Не добавили, конечно, опять возможность свою кличку придумать, да и в принципе похуй. При загрузке игра нам оптимизирует что-то там. Ну, короче, жрет ресурс вашего компа. Теперь нам показывают настройки геймпада нашего с кнопками и их назначениями, несмотря на то, что я их поменял в начале. Тут нам рекламируют Xbox. Игра же от них. Начинают показывать сексуальные сцены Мексики под соответствующую музыку, где все красиво, замечательно. Но почему-то переходы между ними вызывают какие-то артефакты. Или что это вообще? Я хз, это задуман так, либо мои 3 гига видюхи уже страдают. Показывают нам Мексику. Для самых тупых говорят, что это она, что действия у нас будут происходить именно здесь, в Мексике. Далее нам дают понять, что мы зашли не в гонку, а в Call of Duty Warzone, и сейчас нам придется лутаться. Скидывают нас с самолета и говорят, пока любимое блюдо сценариста не привезешь, можешь не возвращаться, брат. Тут я не понял, что с размытием в игре, но, видимо, это так было задумано. Приземляемся мы в снег, и нам еще раз говорят, что действия будут происходить в Мексике. Я так понимаю, кинув нас в зиму, разрабы так показывают, что тут тоже будет меняться время года, как и в 4-й части. Как всегда, а-ля обучение управлению с крутой музыкой на фоне и эпичными полетами и сценами, от которых не то, что машина должна была разлететься в щепки, но и главный герой уже давно откиснуть. Далее демонстрирует переход из одной местности в другую, в пустынную песчаную а-ля. Выглядит очень атмосферно и прям реально чувствуется все это. Тут нас опять скидывают с самолета и дают погонять по асфальту и пескам на суперкаре. Также дают понять по вот этим вот штукам, что вашего HDD диска и видеокарты будет недостаточно для игры, если вы бомж. Ну и еще прям для тупых напишут на экране. Говорят, мол, едь в песчаную бурю, которая хуй пойми откуда тут взялась. Там Дюну фильм снимают. Нужно, чтобы суперкар проехал мимо. Бюджета не хватило, взяли тебя. Если честно, выглядит все очень атмосферно и круто. Играл я с открытым ртом. Потом нам дают тачки для ралли. Мол, покатайся по грязи, посмотри, как мы тут с ландшафтом поработали и физикой в игре. Ну и сделай выводы, что твои видеокарты тут, скорее всего, не хватит. В конце заезда показывают, как умеют работать с разными планами. Тут нет фламинго, тут резко они появляются. Видимо, с режиссером Дюна знакомство прошло слишком близко. Опять демонстрируют красивое размытие в движении и кидают на пустынное шоссе быстрый спорткар. Очень хорошо передают атмосферу окружающего мира. Реально очень красиво и прям, ваши мурашки реально побегут по коже. Ну и в конце гонки мы доезжаем, конечно же, до нашего фестиваля, где мы переходим в Sims и настраиваем нашего героя. Начинаются тупые диалоги а-ля «Как тебе прыжок? Что за ощущение?» которые сопровождаются артефактами в игре, если у вас мало видеопамяти. Приезжает Чикса такая модная, которая нам что-то дает и говорит, мол, она будет заниматься фестивалем. Тут у нас демонстрируется сцена 18+ инцеста, на фоне которого показывают контрабанду, которая, видимо, занимается поставками машин. О чем это я? Дают выбрать одну из этих машин между спорткаром, джипиком каким-то и Супрой А90. Угадайте, что я выбрал. Кто угадал, тот... Писька. Говорят, мол, смени номера на свои, ты ж крутой чел, ёпт, все дела. С лету подготавливают для нас показательный заезд, до которого мы уже едем на своей машине, которую выбрали. И по пути к нему мы охуеваем от графики, физики и окружающего мира в игре. Показательный заезд у нас, как всегда, летающие мотоциклы, самолеты, красивые виды, эпичные сцены. Короче, все круто, замечательно и красиво. 10 из 10. Далее демонстрируют новый интерфейс, который они сделали. И по мне он очень красивый и минималистичный. Прям вау. Тут нас знакомят с поиском первого раритета в игре через миссию «Оказ задание гонку». С Чикси и братом мы едем в кусты. Ты хочешь приятно провести время, милашка? Не-не-не-не-не, мы за раритетом едем, вы чё, ребят? Показывают, как будет выглядеть находка раритета. Здание новое, да и вообще все новое, красивое. Короче, все замечательно и круто. А от чего я просто ссал кипятком, это его доставка. Его нужно не просто
просто найти, но и самому отвезти на грузовике, который не подчиняется законам физики, видимо. По-другому я назвать это не могу. На карте обнаруживаем чьи-то анальные кольца. Я пока не понял, чьи они. Спустя время начинаем свою первую гонку, в которой получаем море удовольствия и кайф от игры. Графика, физика, все вместе говорит о том, что игра реально стоящая получилась. И ёб твою мать, ты сегодня спать не ляжешь из-за нее, это точно. Крутим свой первый вилспин, который вначале уже стоял почему-то на том, что нам выпадет. Залетаем в магазин и наблюдаем Залетаем в магазин и наблюдаем то, что мы попадаем в ангар World of Tanks, так как иконки, видимо, оттуда свистнули. В магазине мы видим огромное количество новых машин, одновременно понимая и подсчитывая, сколько часов уйдет на то, чтобы на каждой из них покататься и прокачать. Пробуем проехать каждый из типов гонки, где понимаем, что, сука, курсор в этой игре почему-то не убирается, если вручную его не подвинуть. Собираем первые стенды перемещения и кредитов, которые расположены в реально прикольных местах, все. Понимаем, что Forza Horizon 5 стоящая своих денег игра, от которой вы будете ссать кипятком и радоваться тому, что вы родились на свет, потому что вам дали возможность поиграть в этот шедевр. Графика 10 из 10, физика 10 из 10, музыка 10 из 10, оптимизация 9 из 10. Ебаные 3 гигабайта памяти. Сцены 10 из 10. Атмосфера 10 из 10. Короче, вся игра 10 из 10. Лучшая, на мой счет, игра на компьютер сейчас. И если вы думаете, приобретать ее или нет, приобретайте, не пожалеете. А я хотел бы сказать спасибо Никитосу, своему подписчику, да и он, в принципе, уже стал моим другом, с которым я познакомился у себя на стриме. Ведь именно благодаря ему я имею возможность поиграть в новую Форзу. Спасибо тебе большое, Никит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы мне, Форзе, Никите. Пишите комменты, бейте в колокол, чтобы ничего не пропустить. И ждите новых видосов. Всех люблю, обнял, поцеловал. Пока-пока.